Привет, друзья! С вами Алекс Моторный. Это Харьков. И сегодня мы посмотрим, чем живет город этой осенью, расскажу, какая обстановка сейчас, что происходит в городе, какие новости. Прокатимся по некоторым улицам Харькова, увидим настроение людей, посмотрим, есть ли вообще люди на улицах, пустые улицы или живой город. Заглянем в Никольский и Журавлевский гидропарк. Там сейчас красота. Харьков встречает холодным ветром и золотыми листьями. Осень здесь особенная. Вроде бы привычная, но в воздухе чувствуется что-то другое. Напряжение, перемены, ожидания. Тепло в домах харьковчан пока что не появилось. Хотя официально отопительный сезон уже стартовал в Харькове. Первыми тепло получают роддомы по заявкам. Об этом сообщила пресс-секретарь городского головы Марьям Сатуева. Что важно, подземные школы не зависят от централизованного отопления, там установлена система вентиляции и кондиционирования, которая позволяет обеспечивать комфортную температуру независимо от времени года. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что отопительный сезон в городе начнется только после получения всех необходимых согласований и при соответствующих погодных условиях. Он отметил, что городские власти готовы подать тепло в дома, как только температура стабильно снизится и технические службы получат официальное разрешение на запуск систем. А в Укрэнерго сообщили, что отопление на Харьковщине и по всей Украине должно появиться в течение 10 дней. Это как раз к 1 ноября. Логично, что резкое понижение температуры в октябре привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20%. Пока отопительный сезон не начался, многие украинцы обогреваются электроприборами, включают кондиционеры и обогреватели, что существенно нагружает энергосистему. В Укрэнерго прогнозируют, что после начала отопительного сезона потребление электроэнергии уменьшится, ведь потребность в интенсивном электрообогреве снизится. Какая обстановка в Харькове? А Харьков уже как полигон. Чего сюда только не прилетало. БПЛА разных типов – это и молнии, и FPV-дроны, и ланцеты, и герберы, не говоря уже про постоянные атаки российскими геранями, более известные среди харьковчан как шахеды. Кроме дронов, Россия атакует Харьков ракетами и кабами. Так, в ночь на 21 октября в Харькове прогремели взрывы. Россияне атаковали город авиабомбами. Попадания были зафиксированы в Немышлянском и Индустриальном районах. Было попадание 6 кабов по городу. По словам мэра Харькова, повреждены 12 частных домов. Один из частных домов, в котором находилась женщина, полностью разрушен. Кроме этого, пострадало предприятие. Пострадали сети горсовета и сети горгаза. Так, в индустриальном районе зафиксировано попадание по территории частного сектора. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. 8 женщин и 3 мужчины получили острую стрессовую реакцию. В Немышлянском районе города повреждено имущество субъектов хозяйствования. В Харьковской области будут по-другому включать тревогу. В Харькове воздушную тревогу теперь будут объявлять, если самолет с кабом приблизится на 150 километров, вместо прежних 100 километров. Изменения связаны с использованием Российской Федерацией модернизированных кабов с реактивными двигателями, способных преодолевать рекордные расстояния. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, по Лозовской общине впервые применили бомбу, которая пролетела около 140 километров. Самое большое расстояние для области. По данным экспертов, россияне использовали каб с реактивным двигателем. Мы часто слышим в Харькове, как во время воздушной тревоги женский голос объявляет об угрозе БПЛА или кабов. Так вот, голос, который сообщает харьковчанам о типе воздушной угрозы после сирены, не сгенерирован искусственным интеллектом. Это реальный человек, сотрудница Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
рассказал в интервью медиагруппе «Объектив» директор департамента чрезвычайных ситуаций Горсовета Богдан Гладких. Женский голос, пояснил Гладких, посоветовали выбрать психологи. Также учли опыт других городов. Хотя у нас были жалобы, но больше от старшего поколения. Бабушка лет 80 с чем-то обращалась, просила, чтобы это был голос Левитана. Поделился чиновник. Он также ответил на распространенный вопрос: тип угрозы не объявляет каждый раз в микрофон диспетчер ситуационного центра. Это записи, загруженные на сервер системы оповещения. Гладких подчеркнул, что сирены и сообщения будут звучать в городе даже во время возможных блэкаутов. Система имеет автономное питание. Уже город это проверял, и даже последние эти небольшие блэкауты мы видим, что эта система оповещения работает. Запас есть соответствующий. Из соображений безопасности мы объявлять не будем. Но там достаточный запас резервного питания, чтобы оповещать людей даже во время полного блэкаута, заверил директор департамента. А тем временем названы самые опасные и самые спокойные районы Харькова. Самый опасный район Харькова – Киевский. К сожалению, географически так сложилось, что Киевский район находится ближе всего к линии соприкосновения. И район очень большой по своей площади, поэтому он самый пострадавший. С начала года по нему нанесено 92 удара, сообщил директор департамента по чрезвычайным ситуациям Богдан Гладких. Относительно того, где безопаснее всего, нет безопасного района города. Но наименее пострадавшие районы – Слободской, Индустриальный и Основянский. В Харькове планируют закупить новые вагоны метро, построить 2 станции и подземное депо. Уже разработана проектно-сметная документация, продолжаются тендерные процедуры, сообщил Игорь Терехов. Обсуждение проекта проходило с Европейским инвестиционным банком и на уровне ЕС, и было принято решение о предоставлении гарантий. А на сегодняшний день в городе работает более 3500 предприятий торговли, 1700 заведений ресторанного хозяйства и 1100 предприятий бытового обслуживания, а еще 48 рынков и торговых площадок. За 9 месяцев 2025 года в Харькове появилось более 80 новых продуктовых магазинов, 6 супермаркетов, 2 магазина товаров для дома, а также новые аптеки, кофейни, АЗС и сервисы. И не забываем, что в ночь с 25 на 26 октября переходим на зимнее время. В 4 утра часы следует перевести на час назад. В Харькове прошла акция в поддержку пропавших без вести, военнопленных и гражданских, которых до сих пор удерживают в российском плену. Новую пешеходную зону делают на набережной Харькова. Сейчас там кладут плитку и делают смотровую площадку. Скорее всего, локация заработает уже в следующем году. А ТРЦ Никольский уже готов к Хэллоуину.
Поврежденные бронзовые фигуры в Центральном парке не будут восстанавливать. Их сохранят как напоминание о войне. Бронзовые скульптуры остались. Их не планируют ремонтировать. Более того, их намерены привлечь в проекте мемориализации этой войны. Над формой и местом такого проекта сейчас размышляют. В Харькове перевезли белых лебедей из Центрального парка в зоопарк. Специалисты-зоологи выловили птиц и выпустят их на большом озере среди других птиц. А сейчас приглашаю вас в осенний красивый Журавлевский гидропарк. Спасибо, друзья, что были сегодня со мной. Если хотите больше таких выпусков, ставьте лайк и подписывайтесь. Берегите себя и своих близких. До встречи.